Друзья мои, напоминаю, что у нас открыта вакансия в таксопарке Такси Хайп. Очень много водителей доверились нам, работают у нас на самых выгодных и шикарных условиях. И сейчас как раз то время, когда можно очень неплохо заработать. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи. Знаете, настолько я свиданий уже сходил, настолько свиданий я уже съездил. Блин, даже не знаю, свидание или это, знаешь, это такие свидания с Алиэкспресса. Неказистые, маленькие, выглядят дорого-богато, но по факту полное... будь здоров, Женя. Вот. Я что думаю, надо выжимать какую-то пользу из всего этого, да? Ведь они же все мои подружки 10-минутные, блин, они все чем-то занимаются. Кто-то там что-то шьет, кто-то вяжет, кто-то пашет, кто-то еще чего. Надо с ними как-то, я не знаю, может быть, через деловой какой-то вот, как-то вот... Короче, через какой-то другой вход заходить. Блин, как-то неоднозначно я сказал про второй вход. Блин, короче, вы меня поняли. Надо с другого угла, с другого ракурса, с другого, так сказать, что происходит, с другого, так сказать, трамплина взлетать. Надо, короче, попробовать сегодня это сделать, вот, интересоваться тем, чем девушка занимается, сказать, что это мне тоже очень нужно, важно и прямо архи необходимо, и что прям у меня есть заинтересованность в ее... Ну, короче, буду чесать. Ну, а что? Ну, да. Ну, буду, да, немножко лукавить. Ну, мне уже надо что-то делать. Ну, что-то надо делать. Что делать? Походу разберемся сегодня. Ждем. Привет! Приветик. У меня очень хорошее настроение, надеюсь, у тебя тоже очень хорошее настроение. Вообще шикарно. Закрывай просто сильнее дверь, да, и вот все, секунду. все в ней есть в этой машине, а вот доводчиков на двери нет. Доводчик есть даже на багажнике. Ну, то есть ты представляешь, да, машина китайская, да, китайцы сидели такие... Блин, хотел сымитировать китайский акцент, но будет совсем хреново, давай без акцента. Типа, кто-то, давайте сделаем доводчики на двери. И такой чувак, не-не-не, на двери это у всех. Давайте у нас будет не на дверь доводчик, а давайте у нас будет доводчик на багажник. И все, Зауван, ты гений. Короче, все, снимаем доводчики с дверей, ставим на багажник. Да. Зачем я тебе эту историю рассказываю? Ну, к тому, что вот так в жизни бывает. Да. А ты у нас, знаешь, вот мы с тобой вот переписывались, да, и у тебя очень необычная занятость, не знаю, как сказать, работа, там, да, учеба, не знаю, все там свое. Ты у нас ландшафтный дизайнер. Да. Скажи, пожалуйста, это же про... скажем так, благоустройство придомовой территории, да. Правильно я понимаю, да? Это про это? Да, расскажи. Это. Ну, слушай, ландшафтный дизайн, он, получается, состоит, вот как ты и сказал, из облагораживания среды. Вот, я вообще с детства мечтала им стать, это прям профессия моей мечты, вот, не знаю, создавать красоту вокруг, чтобы потом наслаждаться этим прям вообще. То есть ты, как, например, дизайнер квартир, только дизайнер территории вокруг. Ну да, вот что. Пофиг чего. Правильно я понимаю? Ну, как правило, это дом все-таки, да, я так понимаю, да? Ну, это могут быть и сады, и парки различные. То есть ты даже масштабненько, да, стреляешь? Ну, да. Слушай, а как приходит вообще понимание, не знаю, или вдохновение на ну, то есть понятно, что есть какие-то клише, да, какая-то стандартизация, да, что там, я не знаю, там, деревья к солнцу, не знаю, там, да, чтобы какая-то постройка не загораживала эти деревья от солнца. Ну, я фантазирую. Я планирую в будущем строить дом. Круто. Да, строить дом. И я тоже, знаешь, по дому у меня более-менее понимание есть, какой он должен быть. А вот что должно быть вокруг дома, я знаю точно, чего не должно быть у меня. Но, убрав то, что не должно быть, я не понимаю, что там должно быть. Это же не просто голое поле, типа трава Канада Грин засеяна, да, рулонное что-то. И я такой сижу, чего-то не хватает. А чего не хватает, я не знаю. Ну, это смотрится, вот мы убираем то, что вот
там нельзя сделать, и смотрим из того, что можно, и выбираем то, что подходит нам, то, что нам нравится. То есть, ну, вот так вот создается концепция. Нихуя не понял. Ну, очень интересно, понимаете? Дальше посмотрим. Но, ты знаешь, так, я точно знаю, что практически все зародилось из ничего. Чего, блядь? Поэтому и ландшафтный дизайн тоже зарождается из ничего, да? Ну да. А есть какие-то программы специальные, да? Да, там, есть. Да? Это чертежи, они как на бумаге могут делаться, так и 3D. на компьютере. Да, Типа вот там 3D, да? есть специальная программа, вот. Это интересно очень. Так, а ты скажи, ты сапожник без сапог? Это как ты имеешь в виду? Ну, у тебя есть какое-то место, где есть ландшафтный дизайн? Ой, слушай, я вообще ж с детства мечтала стать ландшафтным дизайнером, Да. я им стала. Так. Вот, и всегда еще мечтала, что у меня будет свой дом, и я буду вот я вот облагораживать тоже, да. территорию вокруг него. Вот, и, кстати, я Так. же сейчас как раз дом покупаю в ипотеку. Поздравляю. Вот. Ты молодец, мечты сбываются, да? Да, Я еще только представляешь? планирую когда-то в будущем, а ты уже, я, кстати, дом Ничего, еще покупаю. впереди, да. В каком месте, Вот, если не секрет? В Сестрорецке. Ничего себе! Это у нас Барвиха практически московское направление. Что, по-богатому? Ну да, есть такой Да, момент. Вот, так. покупаю его в ипотеку сейчас. Ну, вот. логично. И, слушай, у меня вот, если честно, просьба к тебе такая была. Ты не мог бы поручителем выступить? Вот просто у меня вот есть уже один кредит на машину, она у меня сейчас в ремонте, вот, а второй они без поручителя вот что-то вот не хотят давать. Нет, они могут его дать, но просто его сейчас нужно как-то вот, понимаешь, быстрее вот выкупить, потому что они как пирожки разлетаются, грубо говоря. Скажи, пожалуйста, а ты же не сирота? Нет. То есть у тебя есть там Ну да. папа, мама. А они не могут выступить у тебя поручителями? Ну слушай, Это же родственники как твои сказать? все-таки. А я Ну, как бы, конечно, такой родственник. себе не родственник пока вообще никак. ну как сказать, родственники-то, конечно, есть, но просто, понимаешь, я с детства так еще воспитана, что я привыкла сама вот все добиваться. Вот, и как-то родителей не особо хотелось в это привлекать, да и к тому же уже все-таки пожилого возраста, ну, как ты понимаешь, да. Ну, я-то Вот. тоже не первой свежести, но, как сказать... Ну, не скажи. Не скажи, Не да, скажи, не скажи. что ты. Вот, и Так, знаешь, да. все-таки если их как-то вот привлекать, то они же будут это все контролировать, потом и ни шагу вправо, ни шагу влево. А И ты, ну, как-то блин, не хочется их вовлекать в это. Вот, а мы с тобой так вот пообщались, попереписывались, да и сейчас я пришла, смотрю, такой на вид хороший мужчина, я подумала, почему нет? Так, сейчас я тебе попытаюсь... А, ты знаешь вообще, ну, ответственность поручителя? Ну, конечно, вот получается, плачу уже ведь я, а вот ты отвечаешь поручителем, то есть, ну, Да. как бы что такое. То есть я отвечаю своими деньгами за то, Почему? что ты будешь платить. Это потому, что я тебе говорю, как устроено поручительство в нашей стране. Ну, почему То есть же? если ты вдруг не платишь по своим обязательствам, догадайся, кто будет платить вместо тебя. Ну, это, конечно, но, слушай, И кто будет платить вместо тебя? не переживай. Кто будет платить вместо тебя? Не папа с мамой, а поручитель. Это я. Ура, Ну что ура! ты так У тебя переживаешь? дом в Сестрорецке, а у меня кредит на дом в Сестрорецке. Трали-вали, да. Видишь, тебе смешно. И мне смешно. Прикинь, как жизнь устроена, да? Ну, слушай, у меня работа хорошая, вот, правда, не переживай, я буду Да. платить все сама, вот, ну, Да. слушай, Так, слушай, вот, так, смотри, вот, давай, смотри. посмотри на меня, Давай. посмотри в мои честные Да. глаза. Ну вот разве по мне можно сказать, что я какая-то вот девушка, которая не держит свое слово? Я буду платить все сама, просто мне нужен поручитель, который подтвердит то, что я честный человек, буду все платить. Да, да. Ты знаешь, вот я же тебе про это сейчас и пытаюсь объяснить, что коснись, что-то случится даже, смотри, не по злому умыслу и не зависящая от тебя, любая канитель, что ты не сможешь платить. Любая история. Мы сейчас не будем перечень этих всех историй. Там любая канитель. А дом, еще раз тебе говорю, останется у тебя. А платить за всю эту тему буду я. Тут приходит Михаил Васильевич Ломоносов.
Зачем мне одна перчатка? И действительно, зачем Михаилу Васильевичу Ломоносову перчатка? Он отдает мне перчатку, я ему возвращаю рубль. Я в перчатках. Михаил Васильевич Ломоносов с рублем, а мы никто никому не должен. Фокусник, да? Прикинь, ты живешь в доме Сестрорецке, а я выплачиваю-кой. Я ж приду к тебе домой. Я не буду спать на ландшафтном саду. Я буду спать у тебя дома. Я тебе вот отвечаю, что так это и будет. Это я даже фантазирую. Я просто честно тебе могу сказать, я в такие вещи не вписывался даже близким родственникам. Потому что ни за какого человека я не могу дать. Я, честно тебе могу сказать, я за себя периодически не могу ручаться, понимаешь? Что у меня там завтра под хвост, у меня что-нибудь там, какая-то история приключится, еще что-то. А тут мне нужно гарантировать что-то за другого человека. Я никогда в это не впишусь. Никогда вообще. Даже вот даже честные у тебя глаза, нечестные, даже если у тебя один глаз и тот честный, я все равно в это не впишусь. Честно, не моя история вообще. Тем более, что я представляю, сколько, сука, стоит дом в Сестрорецке. Я даже не хочу, чтобы ты мне эту сумму называла. Я просто сразу говорю. НЕТ. Ну вот, кстати... Ну подожди, почему так сразу нет? Вот даже ты вот сказал, что будешь спать у меня дома, а не в саду. Да. Я вот, кстати, как раз и думала, что мы же вот сейчас хорошо общаемся, да. Может потом вот как-то вот так сложится, что может сойдемся как-то и часто заезжать будешь, либо жить будем вместе, но это же здорово будет. Вот. А если мы сойдемся, то автоматически мне, как второй твоей половине, придется взять тебя не только с достоинствами, но и с недостатками. И один из этих недостатков будет кредит, сука, на этот дом. И я буду за него платить. Прикинь, какой расклад. То есть, если мы сходимся, я буду за него платить. И если мы не сходимся, но я остаюсь поручителем, и ты не сможешь платить, я тоже буду за него платить. То есть, я, получается, как сказать, при любом раскладе буду платить за этот дом. То есть нет вообще. То есть нет вообще. Ну, ты, честно говоря, меня сильно расстроила. И сюда еще ехала в таком приподнятом настроении. Начинается. Что вообще, прям что? Давай я тебе подниму его бокалом кремана. Да нет, спасибо. Да? Вот знаешь, еще показался такой вот вроде с виду солидный мужчина, еще бизнесом занимаешься. Так. Думала, поможешь. Ага. Вот и интересы вроде сходятся, как раз ты о доме мечтала, я. И так могло сложиться, а вот сейчас прям вообще упал в моих глазах, как ты знаешь, температура с 30 до 0. Вот, у меня тоже упал. И, можно сказать, в глазах. Тогда, собственно говоря, не вижу препятствий для того, чтобы нам продолжить поодиночке сегодняшний день. Да. Да, спасибо за то, что... Не за что. Да. Так ты будешь долго себе девушку искать? Видимо, да. Ну ладно, хорошего тебе ландшафтного дизайна. Да уж, спасибо. Пожалуйста. То есть шла она не на свидание, а на то, чтобы получить поручителя. На дом в Сестрорецке. Те, кто не местные, не в Питере, не знают, что такое Сестрорецк. Это направление, как я уже сказал, типа Рублевки в Москве. Вдоль залива идет прибрежная полоса, и там, соответственно, дома стоят. Ольгина, Репина, Лисинос и так далее. Вся вот эта история, разлив. Там такой ценник, просто даже на тупо землю, без постройки. Я даже его произносить вслух не буду, можете Авито открыть, все увидите. И мне даже, не знаю, 10-100 жизней не хватит, чтобы расплатиться за этот дом, если она вдруг сквозанет. Да вообще нахрен мне это нужно? Какой поручитель? Вы чего? Я еще даже жижулика не пристроил никуда, уже поручителем выступаю. Вы че? С женщинами легкого поведения хотя бы все понятно. Вот тебе плата, вот моя палата, как говорится, да? У кого-то палатка, у кого-то палатище. Да, фу. Неважно. Там хоть понятно, все понятно, за что, чего, как, и такса определена. А здесь-то ни хрена не понятно, а уже как бы нагрузка, целый рюкзак приключений, мать его.
Не-не-не, я не готов, правда. Если кто-то, конечно, может быть и готов к такому, я не такой. Они все такие, а я не такой. Да. Вот это как найти эту золотую середину? Приходишь нищебродом, фу, ты нищеброд, иди нахер. Приходишь заявленным мажором, давай все, что есть. Ну, да, а уж как в серединку воткнуться? Как воткнуть в серединку? Напишите, мужики, как воткнуть в серединку? Кто втыкал в серединку? Мне очень надо. Прям очень. Ага. Спокойно, Женек, спокойно. А вы пишите. Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду. Пиши.